Всем большой привет, дорогие зрители! Мы продолжаем наши прогулки по Подгорице. И сегодня мы идем в парк. Жара-то пришла, а то мы тут все рассказываем в каждом видео. Никакая это не раскаленная сковородка, это не так жарко. Жарко, вот она, та жара. Да-да-да, это Игорь тут пытается так в шуточку все превратить. Какую шуточку? Нормально, на самом деле. Жарко, температура под 40. Днем дышать крайне тяжело, честно. Я все время удивлялась раньше, когда рассказывали, что вот мы в Будве лето проводили, мы кондиционер включали, редко. Здесь без кондиционера день провести просто невозможно, когда вот жара выше 35. Так что под кондиционером сидим. Может, нам просто не повезло с квартирой такая Нет, жаркая. мне кажется, везде так. Мы сейчас вам покажем очень красивое место. А про жару хватит, а теперь Да. про красоты. Теперь про красоты, действительно, хватит про жару, теперь про красоту. Стефанька вообще там мучается. Хоть сказала, хватит про жару, как тут не упомянуть Стефанию, которая шла и говорит, зачем вы меня взяли на эту прогулку? Совсем ей не хотелось, жарко. А Доминик вот ехал на самокате, папа его вез, спасает. По этому мостику мы гуляли с Игорем, когда первый раз были в Подгорице, снимали небольшой обзор. Видно мост Миллениум, известный мост. Наверное, когда вводим описание Подгорицы, сразу же будет этот мост. Мороча. И какой-то бар, тогда его не было, когда мы гуляли. И это, оказывается, наверное, местный пляж. Видишь, тут не сильно популярный, но кто-то купается. Какой же местный пляж, если там только одна семья? Если бы это был пляж местный, там было бы намного больше там людей. еще под мостом вон сколько людей. То есть тут купаются, спасаются от жары. Мы вышли гулять не днем, а после 17. И что хочу отметить, людей практически нет, совсем мало. А вот будем возвращаться обратно, и я вам покажу, сколько много людей, которые гуляют. И еще один факт, который хотела упомянуть и показать вам ранее, но сегодня покажу. Здесь очень развита культура отдыха в кафе, ресторанчиках, барах. Вечером идешь, столько народа сидит, отдыхает. Может кто-то сидеть просто за чашкой кофе. Вышеупомянутые не один раз уже мы говорили. Многие сидят просто курят, беседуют друг с другом. Вот такая вот культура принята у людей. Очень-очень много отдыхает. Я думала, что это только на побережье, но нет. И здесь очень много кафе. В каждом жилом практически доме есть кафешка, либо ресторанчик. И они заполнены, там много людей. В центре города. Я уже показывала сторис и сравнивала вот это место, центр, с нашей Зыбицкой в Минске. Конечно, сейчас людей здесь нету, потому что мы около 18. Рано еще для... Вентилятор, посмотри, какой. Можно подумать, мы такой вентилятор первый раз видим. Очень много. В Минске ж холодно, там таких нет. В Минске только печки отопляют. Но на побережье же очень много вот именно таких вентиляторов. Но пусто, вообще никого. Пару человек есть. Надо приходить сюда к 10. Вечера? Да. Оно, по-моему, круглосуточно работает вообще здесь. Вот тогда мы здесь... Hours, видишь? Это улица, которая работает 24 часа. 24 часа. Да, пока что пусто. Никого. Посмотрите, бекон! Бекон, сюда бекон! Сюда бекон! Геккон. А Доминик не пропускает живность никакую. Он всех рассматривает. Доминик, у тебя какой план сейчас на парк? Что там найти? Кого? Черепаху сначала, потом бекон. Черепашку и геккона надо найти. Исследователи. Натуралисты. А Стефанька любит повторять, ребенок же мир познает. Стефания говорит, мне вот надо это кафе срочно посетить. А оно закрыто. Да, губка Боб. Красти Краб. Спанч Боб, квадратные штаны. Вот здесь в Подгорице, оказывается, они находятся. А мы-то думали, где они, да? Стефанька захотела вафлю. Что вы тут смеетесь? Стефаника говорит, а что значит шлак? Вафли со шлаком есть. Стефаника очень такие хочет. Вон там Елена вафля есть. Нет, там с плазмой.
Не подходит? Да. Что за шлак? Ну, шлак. Ну, посыпка, наверное. Игорь сам не знает, что да. Ладно, сейчас спросим у чата GPT, он знает все. Еще такое ночевато. Челата это ну, шоколадная начинка. Тут инфлюенсер, как ни крути. Вафелька для Стефании. Поэтому и оценивает Стефания. Так, Вкусно? вкусная вафля. С мороженым. То, что не доест, останется Доминику. Отдельно мы не заказывали, потому что 2 точно они не одолеют. Да и, собственно, это было желание Стефании. Она будет говорить, это для меня. Но делится. Поддам. Вот зачем их заказывать 2, если они их просто не съедят? А мы с Игорем доедать точно не хотим за детьми. Мы такие, ты будешь доедать? Игорь такой, а ты будешь? Я говорю, я нет. Он говорит, и я не буду. Поэтому заказываем одну, если уж сильно захотят, закажем еще одну. Потому что очень часто так получается. Заказываешь 2, в итоге остается целая порция. Парк находится за стадионом. Мы уже его обошли. И сейчас будем подниматься в парк. А это относится здание к стадиону, административное здание, там работает стадион. Это церковь? Да. Какая-то старая церковь. Возле парка церковь. А вот и ворота. Вход в парк Горица. Смотришь сверху. Пойдем погуляем. Горица, все, парк там. Спокойно здесь так. Ой, он такой здоровый, он очень старый. Я тут что-то читал и все позабывал. Там будут плакаты еще с информацией про этот парк. Это что? Это ты можешь пить воду? Ну, я бы не рисковал бы, наверное. Я видел, здесь пьют воду. Но В лучше прошлый не раз. пить. Просто руки можно. Ну, помыться здесь точно можно. Давай, помой руки. Освежись. Холодная? А, Холодная? Здесь все теплое. что за лед тает? Да всего лишь Стефания овса. у нас боится любой живности. Ну, любого насекомого, да. Это что-то. Мухи боится. Стефанечка, это... Кузнечика, вот такой кузнечик к нам заполз позавчера, да? Испугалась кузнечика, говорит, что он ползает. Стефания наша, это Давай, чудо. мой руки. Стефания, никто тебя там не тронет, доченька. Давай, волнуйся, помой овцы руки. добрые. Потом вот такая вот будет. Да, это инфографика для незрячих. Идем дальше, да? Уже не та улыбка на лице, да? Уже как прошла столько там, сколько-то километров, уже как-то Ну, километра 2. не так весело. И в кафе. Я хочу вам сказать, тут не просто прогулка. Тут хорошая физическая нагрузка. Все время идем в гору. Зато обратно можно будет идти с горы. Обратно уже легко. будет. Бежать будем, бежать. Да, да, ветер в спину и с горочкой. Еще мгновенно спустимся. Пошли дальше, самое интересное. Черепашки дальше. В поисках черепах. Да, Ник уже пытается пойти каждый камень осмотреть. В поиске черепах. Цверкочуть? Циркоти тут вообще громкий, чем Страшное дело. знаки специальные. Гранатовое дерево. Ух, сколько много гранат. Плодами. Да, что насчет плодоносит? Гранатик. Ну, сколько нужно на плодоносить, скоро Вот созреет. смотрите, сколько муравьев. И все. Доминик уже в одеянии, обмундировании. Как же мы могли пройти мимо вот такого городка? Да никак просто. Стефания не захотела, говорит, и так жарко. Куда тут? Скажи, куда тут еще лезть? А тут есть для малышей, и вот тут трасса для детей постарше. Так она здесь начинается, я так понимаю, да, и вот там заканчивается. Здесь отмечали день рождения, видели мы, компания ушла. Есть столики, можно заказать себе напитки. Не знаю, как насчет еды, но напитки точно есть. Доминика уже подготавливает.
Пускай папа его сопровождает. Комфортно, что здесь в деревьях тень. Это, конечно, удобно. Не так жарко. 7 евро стоит прохождение трассы для ребенка такого возраста, как Доминик. Ну что, начинается твоя трасса? Давай, иди. Заманили Доминик заманил. А куда ты пошел? Ты же на защите. Смотри, у тебя страховка. Чтобы идти дальше, ее надо снять. Снимаешь сначала одну, снял, да? И видишь, и теперь ее переставляешь сюда. Давай, Доминик. Одну вот сюда сначала, а потом ту отстегиваешь. Запомнил? Сначала страховку. Эй, это нельзя так, это ты что, разобьешься? Ты же у меня этот горец. Давай, вот эту берем и одеваем сюда. Давай, сильнее. Опа. Теперь ту снимай ту и вешай сюда. Он же маленький, помогай ему, а Давай, не ты. не, вот сюда, давай. Вешай. Стефанька, ты точно не хочешь? Очень. Давай, теперь иди аккуратно. Теперь здесь что надо делать? Отстегивать. Один отстегиваешь и пристегиваешь сюда. Да. Пристегивай. Двое ребенку работы. Ты так это хотел, Доминик. Да, давай, руку протягивай. Вот так вот, да. А теперь второй снимай оттуда и застегивай здесь. Доминик уже и не рад, что ввязался в эту авантюру. Скажи, ему же надо быстро, а тут только бегаете Куда ты? карабины. Теперь по бревну. Можешь держаться за вот эти карабины. И иди аккуратно по бревну. Видишь, тебя страхуют, чтобы ты не упал. Давай. Молодец. Прошел первую опасную зону. Давай, там уже следующие здесь, дети. смотри, Давай, какая надо быстро. Сложная задача здесь. Мы такие, вот бы нам встретить черепашку. Все идут в парк Горица найти черепашек. А никто не упоминает, что здесь еще и змейки-то ползают. И совы. А на самом деле из всего этого пока что мы увидели вот только такую черную птичку. Красивенькую. Вот такая она встретилась. Много спортсменов бегает. Кто бегает, кто на велосипеде, кто на спортивной площадке. Деревья какие растут на территории парка. Цветы. Спокойно здесь. Без 15:08 мы возвращаемся с парка. И город оживает, потому что стало прохладнее, комфортнее. Сейчас подойдем ближе, где разные кафешки. Ну, вы уже, я думаю, и так замечаете, что намного активнее. Вот, все в кафе. Очень много кафе. И людей, соответственно. Вот прошли одно, следующий дом. И снова на первом этаже все в кафешках. Все площади в основном. Вот мы прошли одно здание, потом второе здание. А, Доминик, самолет показать. Самолет очень важный. Самолет показать, да. Какие кафе? Это гораздо важнее самолет. Ну вот там на первом этаже кафе. Здесь на первом этаже кафе. Причем не одно, а их несколько. И везде много людей. Вот, кстати, в этом кафе всегда гораздо больше людей, чем в Года. Здесь мороженое продают. И Доминику нашему понравилось мороженое покемон. Поэтому мы идем ему его купить. Сейчас покажем. Вот называется кафе «Сладкомагия».
занято, и мест нет. Потому что Да, все занято, мест нет, я уже сказала, что здесь. одно из популярных мест мороженых. А здесь еще продаются и торты. Что? Торты еще продаются. Здесь десерт. Да. Какие красивые. Вот такое мороженое. Покемон Доминик полюбил наш. Большой. Смотрите, мороженое антистресс. Я говорю, может, мне его надо купить. Шоколадное, кстати, очень вкусное. Вот я решаю, или антистресс, или шоколадное. Стефания от нас убежала, сказала, не надо мне ни ваше мороженое, ничего, отпустите меня, я уже устала с вами ходить. Заморили вы меня. Данюш, как тебе покемон? Вкусненько. Вкусненькое мороженое покемон. А как тебе антистресс? Я еще даже не попробовала. Сейчас Давайте. узнаю. Эффект снятия стресса есть у него или нет? Должен. А мест нету, видишь, вот как. Да. На. Вот, там одно место освободилось. Да ладно? Говори быстрее как. Стресс снимается, я пойду место занимать. Вкусно, ягодно. Вот Пошли. фруктовое вкусное. В общем, здесь как и на парковке. Надо немного подождать, и места освобождаются. Мы его дождались места, да? Даже не успели съесть мороженое, да? Да. Так что там по Да и вкусу? там нормально было. Нет, там тоже нормально, да. Как по вкусу? Вкусно. Так стресс уходит? Сразу же. Буквально чуть-чуть и стресса нет. Супер. А Доминика покемон, ну, в общем, вы поняли. Подходит ему. Не торопись. Но она очень вкусная просто. Сюда мы часто приходим. Доминик вот на этой площади катается на машинке. Здесь парк, прогуляться можно. Здесь вот на лавочках тоже люди отдыхают. Фонтан. Там ресторан китайской кухни, а также много других. Снова кафешки. Вот это итальянское кафе нам рекомендовали посетить. Поэтому вот сюда мы обязательно сходим. Ближе, где мы живем, вот это кафе всегда столики VIP по вечерам заняты. И вот в этом райончике буквально в каждом доме кафе, ну вот в каждом, и везде много народа. Вот одно закончилось кафе, следующее. Рядом следующее, смотрите, оно тоже много людей. Так в каждом.